Привет, ребят, это Фудсторм и я, Антон Романов. Сегодня мы готовим пасту карбонару. Нам понадобится бекон, хотя обычно используется панчетта, лук-шалот, чеснок, пармезан и тимьян. Нарезаем бекон. Вот просто так. Мелко рубим лук-шалот. Чтобы придать бекону более яркий вкус и золотистую корочку, разогреваем сковороду на высоком огне без масла и закидываем на нее бекон. Жарим, иногда помешиваем. Бекон выделяет жир, жарится на нем и становится золотистым. Когда обжарили бекон, добавляем лук и жарим их вместе. Теперь уже на среднем огне. Через минуту разбиваем чеснок и добавляем в сковороду несколько осколков от него. Жарим еще минуту и добавляем тимьян. Перейдем к яйцам. Это больная тема для итальянцев. Они просто добавляют целиковые яйца. Я же отделяю желтки. В белке особо нет вкуса, и он быстро сворачивается. Теперь, когда у меня бекон готов, а желтки отделены, я варю свою пасту, которая готовится буквально за 2-3 минуты. Когда паста дошла до уровня аль денте, на сковороду с беконом заливаем немного воды от пасты. Если вы готовили с панчеттой, то жира будет много и добавлять воды не нужно. Просто перекидываем пасту, перемешиваем, убираем чеснок и тимьян, чтобы они не попадались во время еды. Выключаем огонь, закидываем желтки и постоянно помешиваем. Если температуры было недостаточно и желтки не стали кремовыми, то на медленном огне помешиваем, добавляем сливочное масло и продолжаем мешать, пока масло не растворится. Добавляем сыр, перец, соль и так достаточно в беконе. Выкладываем. Итальянцы используют только яйца, но если вы добавите сливки или куриный бульон, хуже вы не сделаете. Да, это не по классике, но если это сделает ваше блюдо вкуснее, делайте и никого не слушайте, как, собственно, делаю и я. На этом все. Закиньте лайкос, он тут вообще не лишний, а также займитесь едой. Это был Фудсторм и я, Антон Романов. Пока.